Ребят, я сейчас вот уже на монтаже понял, что у меня на 27-й минуте, к сожалению, плохой звук самой игры. Поэтому, если сможете, если вам интересно, то там можно прислушаться к звукам игры. Я, к сожалению, это исправить сейчас уже никак не могу. Вот. Попытался, уже 3 часа на это убил, к сожалению, нет такой возможности. Приношу свои извинения. Вот. Пожалуйста. Там есть чего посмеяться, есть какие-то смешные моменты, просто там плохо слышно саму игру. Меня там слышно хорошо, к сожалению. Вот. Поэтому извините, ребят. Чё ты так орешь, блядь? Доброе утро. Короче, всем привет, рад вас снова видеть на своем канале. И мы сегодня играем альтрушка для скуфа, что-то такое. Альтушка. Короче, вы меня поняли, может быть, кто-то видел. Друзья посоветовали. Сейчас посмотрим, что это вообще такое. И еще одна ночь. Где я? Кто я? Как тебя зовут? А, Если я напишу вот так вот. Есть разница? Нет. Хромой. Давай, вот так. Кто такой? Напишите в комментариях, пожалуйста, кто такой Скуф. Я, может быть, очень старый, я не понимаю. Бессмысленный день. А кто знает? Ребят, пишите в комментариях, а вы общаетесь со своим внутренним голосом? Вот я не скрываю, я общаюсь. Ну, давай пролежим сегодня. Ты переворачиваешься на другой бок, уютно укутавшись старым добрым одеялком, удобно устраиваясь на матрасе среднего уровня качества, ты погружаешься в него, словно нож в масло. По твоему телу пробегает легкая дрожь, ты знаешь, что за этим последует. Твои веки тяжелеют, а мысли путаются. Ты засыпаешь. Вечер в хату. Ты видишь, как свет уличного фонаря проникает сквозь зазор между шторами. Сочные городские сумерки поглотили твою типовую панельку и переварив, изрыгнули в промозглый провинциальный вечер, что день остался позади. Встать с кровати, давай. Да, блядь, что с его внутренним голосом? Вы можете мне кто-нибудь объяснить? Ты грузно и неуклюже падаешь на пол, неудобно подвернув руку под свой мясистый живот. Осуждаю. Этот грохот, наверное, соседи на 3 этажа вниз слышали. Какие великие дела! Мы какой-то псих. Смурной сон, и не найдя под кроватью шлепаться, черт бы их побрал, ты выходишь в коридор. У,
Ой, диалог занимает в твоей голове не более 1,5 секунд, а рука сама привычно нашаривает рельеф выключателя на обшарпанной стене. Включить свет. Пойти в ванну, пойти в туалет. Ну, в туалет свято. Ну, да. У меня почему-то этот голос ассоциируется с... Кто помнит, давным-давно старая тема, анекдот про Чебурашку с Геной и Косяк. Вот, и там голос был озвучки. Вот почему-то мне кажется, что этот голос очень похож. Пойти в ванну. Ну, пойдем помоемся. Грязная ванна встречает тебя с радостью похоронного служащего. Совершенно очевидно, что вы друг другу чужие, и ваши отношения в любом случае деловые. В худшем токсичные созови. А я не нравлюсь тебе. Работаешь? Да, работаешь. Принять душ, почистить зубы, посмотреть в зеркало. Ну, пока ты моешься в душе, можно сразу почистить зубы. Ну, давайте. Ну и пошли в жопу. Ой, посмотрите на него, пиздец. Нагреть воды и принести в ванну. Это ж так тяжело, ёбнешься. Я... Ребята, кто такие эти скуфы? Я... Это, типа, дед инсульты? Это вот они? О них речь? Ну ты не суй хуй в капитол, и нормально будет. Осуждаю за такие выражения, если что. Ну, чисто теоретически, если на работу там только послезавтра, у тебя нет никаких дел, друзей по сути нет, там ты никуда не входишь, то можно и не мыться. Там последний день перед работой помоешься. А, прошу прощения, ребята. Ставьте лайки, кто зевнул. Ну, давайте почистим зубы. Ты с ужасом смотришь на то, что когда-то было зубной щеткой. Щетинки недостойны даже столь простого слова, не говоря уже о возвышенном предмет гигиены. Отрыжка хтонического чудовища выросла из стакана на твоем умывальнике. Ты протягиваешь руку, но тут же в ужасе ее отдергиваешь. А это что? Ну, давайте хотя бы в зеркало посмотрим.
Как мы выглядим-то? Нам покажут? Зажав в руке то, что когда-то называлось полотенце вафельное, ГОСТ 11027, ты производишь несколько характерных вращательных движений. Старое стекло приятно поскрипывает под волокнами ткани. Грязь отступает, давая зеркальной поверхности еще один шанс засиять. Конечно же, при наличии источника направленного света. Давайте узрим. Я хочу посмотреть на это лицо. Нихуя себе мы знаем выражение. Угу. Чудовище может убить, при этом почистить зубы оно не может. Хрип в твоей груди вот-вот сорвется на сдавленное рыдание, но помощь приходит оттуда, откуда вовсе ее не ждал. Пойдем на кухню. Но ты это уже прокомментировал. Кухня встречает тебя привычным пейзажем. Не то чтобы ты хотел проводить здесь много времени, но будучи примерно половиной жилого пространства в типовой однокомнатной квартире, эти квадратные метры играют не последнюю роль в твоей жизни. Бля, можно мне такой, пожалуйста, внутренний голос? Потому что... К слову о том, сколько на данный момент мой вес. Мой вес составляет 100 килограмм. Это пиздец, ребята. И когда вот я иду к холодильнику, мой внутренний голос говорит: сожри что-нибудь вкусненькое. Ты привык делить на 16 любое мнение и заявление. Этого назову наглядza в твоей голове. Но в этот раз ты почему-то склонен ему поверить. Быть может, все дело в том, что рецепторная память играет не последнюю роль в твоем теле. Страшные и невыносимые по своей мерзости запахи вспыхивают в твоем разуме. Гниль, только глубокая гниль, вызванная разве что разложением белковых форм жизни, может быть причиной такого уровня вони. Твой взгляд скользит по видавшему виды, но все еще старому доброму столу былого праздника. Открыть коробку. Она живая вообще? Или нет? Коробка открывается с легким хрустом гофрокартона, и твоему взору предстает он. Ну вчерашний нормально. Его Величество вчерашний кусок пиццы. Королевский завтрак. Спонсор гастрита. Греть или не греть, сэкономим электричество, силы, время. И не знаю, я холодным ем. Мне вот вообще все равно. Я могу сначала поесть горячим вкусно, а потом на следующий день холодную захавать, и мне нормально. А вы как? Твои зубы вонзаются в упругую вчерашнюю хлебную плоть. Челюсти... О, какой
Хруст противный. Челюсти мерно двигаются, перемалывая нехитрую начинку. Если бы ты был в настольной ролевой игре, то это действие восстановило бы твои очки здоровья. Или дало зарядки бодрости. Но ты не в настольной ролевой игре. Ты на кухне в России. Кусок камнем падает на дно твоего желудка. Доброе. Я вполне доволен. Давай, каким? Вот у меня тоже вопросики. Какие у него дела? Да, блядь. А, ну, не, это дела нормальные. Перейти в комнату. Проперженный стул смиренно принимает на себя твою увесистую душу. Рука привычно нащупывает кнопку запуска. Родной логотип компании, производящей программное обеспечение. Теплый свет загрузочного экрана. И вот ты готов отправиться в лучший из миров. Внутренний голос танки. Привычным росчерком руки с зажатой в ней мышью ты проводишь курсор к столь милому сердцу ярлыку. Жму. Согласен. Твой разум затуманивает сигнал откуда-то внизу, расслабившись в тепле и уюте привычной берлоги. Ты чувствуешь странный позыв, звучащий даже не у тебя в мозгу, но в крови. Тяночку бы. Ты берешь себя в руки и наводишь курсор на заветную иконку. Запустить танки. Ну. Что же выбрать? А. Скучно. Б. Скучно. В. Скучно. И... Я забыл алфавит. А, Б, В, Г, Г. И Г тоже скучно. Ребята, напишите в комментариях, какой вариант выбрать. Пара кликов на мониторе, волшебство широкопросторного соединения переносит тебя в бескрайний океан интернета. На экране загорается логотип, а после прогружается весь сайт полностью. Твой взгляд внезапно падает на баннер, который ты раньше не видел. Я не вижу. А, во. Твое сердце начинает биться чаще, словно карбюратор. Хорошо смазанные лады 2104. Классическая машина, лучшая в серии. Альтушка. Верно. Хочется, так перехочется. Нет, я не понимаю. Какую? А, так тебе еще и 40. А вам хочется поняшиться под пледиком или не хочется? Пишите в комментах. Тому... Так. Ну и дурак.
просто так. Ну, это потому, что у тебя ничего из этого нет, как я понимаю. Сладостная пелена застилает твой взор, эфирные грезы затмевают твой разум. Ты резко встряхиваешь головой, чтобы сбросить с себя наваждение. Скуф 69. Ванна Фук Вирай. Собаки Стан. Я не помню пароль. Скуф 69. Неверный пароль. Попробуйте еще раз. Собаки. Неверный. Я понял. Ну, это получается, я не помню. Не знаю. Помоги. Да, пожалуйста. Согласиться на помощь внутреннему голосу, задействовать резервы разума, да? Окей, терять уже нечего. Ты закрываешь глаза, ты ныряешь в океан собственных мыслей, путешествуя по складу памяти. Здесь не очень опрятно и много всякого хлама. Что это тут? Детские травмы? Идем мимо. Дальше воспоминания о сексе после клуба в 20 лет на заднем сиденье ее машины. Сладко, но не то, что нам сейчас нужно. Пробираясь между ночных кошмаров и просроченных кредиток, среди кипа бумаг ты обнаружишь тот самый мемо-стикер. Желтая фактура наклейки призывно колышется в темноте. Небрежно написанная шариковой ручкой цифро-буквенная комбинация вспыхивает огнем. QWERTY... я понял. Ты открываешь глаза и возвращаешься в привычную реальность. Дрожащими руками, используя лишь указательные пальцы, ты вбиваешь пароль на старой механической клавиатуре. Вот оно, долгожданное окно загрузки. Я очень рад за тебя. А что случилось? Я тоже хочу узнать. Давай, побежали. Ну вот, справа. Нельзя нажать просто справа? Согласен, это нахуй никому не нужно. Ни штрафы, ни налоги. Я вот налоги не плачу. И штрафы тоже. Не, ладно, у меня за всю жизнь был только один штраф. За выпитую бутылку пива в общественном месте. Ты решаешь поискать альтушек. Ты решаешь поискать альтушек в одном из разделов сайта. Пенсии и пособия, транспорт и права, семья. Так, образование и дети, земля и дом, здоровье. Наверное, семья. Вполне возможно. Вполне. Если альтушка окажется достойной, порядочной, образованной и воспитанной девушкой, почему бы не создать с ней семью? Так, что тут у нас? Статус многодетной семьи. Надеюсь, это никогда не случится. Почему? В этом, от многодетства тоже есть свои плюсы. Материнский капитал. Тоже звучит максимально несексуально. Регистрация брака. Хотелось бы, но пока рано. А я уже зарегистрировал. Похоже, тут тоже нет альтушек. Какого черта? Почему я просто не кликнул по баннеру? Вот именно, Там я же тебе можно сразу об было этом кликнуть сказал. по баннеру? Уже не помню. О. И куда? Пойдем в здоровье. Здоровье? Ну, навряд ли. Это страховки, больничные, запись к врачам. Откуда там альтушки? А ты знаешь, что публичные дома и в Японии часто называют салонами здоровья? Неплохо. Откуда ты это знаешь? Это не я знаю, это ты знаешь.
Открыв раздел, ты привычно скользишь взором по боковой панели. Запись на прием к врачу, вызов врача на дом, прикрепление к поликлинике, управление полисом Рима. Что? Обычная скучная больница, бюрократия. Как вдруг твое лицо озаряется светом радости, счастливой находкой. Интересно. В разделе «Популярное» рядом с жирными кнопками «Медицинские», «Документы», «Электронный больничный лист» скромно пристроилась кнопка «Государственная программа доступных альтушек». Это где? Во. Эврика! Обливаясь потом и чувствуя, как дрожат твои руки, ты ни секунды больше не смелась, немедленно нажмешь на кнопку. Давай. О, вот это Так. шведский стол. Да, нормально. Какая тебе больше нравится? А мне разноцветная. А так они ж все разноцветные, разве нет? Тут не угадаешь. Взять, к примеру, эту черненькую. Втайне ты всегда мечтал о готической худой тяночке с тонкими ручками и синяками под глазами. В тонких капроновых чулочках с пентаграммами. И ключицами такими тонкими, что даже кажется, что о них можно порезаться. Да чего уж тут. Каждый втайне мечтал о такой хоть раз. Я о такой, кстати, не мечтал. Розовенькая тоже очень милая. Ты сразу же представляешь, как это нежное создание появляется на пороге твоей квартиры. Ты предлагаешь ей тапочки, она отказывается и своими маленькими ножками, обтянутыми белоснежными нейлоновыми колготками, ступает по твоему грязному полу. Ужас! Переступает порог твоей спальни, робко садится на край незаправленной кровати. От одной мысли об этом по твоему телу пробегает дрожь, словно тебя ударило током. Ух! Да уж, действительно, ух. Ладно, а что насчет третьей? Она какая-то безумная. Согласен. Я тебе так скажу, дружище. От От таких бежать без оглядки надо. С одной стороны, да. Она выглядит совершенно сумасшедшей. А с другой... Только подумай, что она может вытворять в постели. Блядь, что за извращенцы? Выглядит так, как будто она высосет из меня все соки. Оставит лежать без сил. И мне это понравится. Ух, какой сложный выбор. Нужно узнать больше о каждой из них. Точно. Что за пиздец? Узнать, кто из них кто? Ну, наверное, по порядку. Ксюша, Настя и Алиса. Ну, давайте узнаем про Ксюшу. Черная альтушка в стиле преимущественно использует элементы готик и эмо-стиля. Дед инсульт, не очень любит общаться с людьми. Характер спорный, очень замкнутая, но верная версия. Лучше всего ее личность отражают ее татуировки. В топовой комплектации поставляется со множественным пирсингом и корсетами. Так, напишите, пожалуйста, мне в комментариях все-таки, кто такие скуфы. Я не понимаю. Сасная. Я чувствую себя старым. Это твой шанс. Узнай больше по альтушек. Окей, давай узнаем про Настю. Настя. Розовая альтушка. Умело сочетает белый и розовый в одежде. Если точнее, только белый и только розовый. Никогда не выходит из дома, не надев гольфики до колен. Характер покладистый и сговорчивый. Прекрасная хозяйка. В топовую комплектацию входит розовое кружевное белье и пижама кигуруби в виде розовой жабки. Такую пижамку я бы пожамкал. Так, ладно, это твой шанс. Узнай больше. Ага, да, и Алиса. Разноцветная альтушка, абсолютно непредсказуемая личность. Свой гардероб строит на несочетаемых, казалось бы, на первый взгляд, вещах. Обожает клоун-кор. В топовую комплектацию входит грим и сексуальное жабо. Что такое жабо? Послушный
Кошка-женой, конечно, не станет, но точно скрасит ваш нехитрый быт. Ведь... Эй, я вообще-то здесь. Что значит скрасит ваш нехитрый быт? Ты чё, блядь? Я тебя еще не выбирал, помолчи. Как будто я какая-то вещь. Чё? Вот так номер. Она со мной говорит? Или это просто какая-то фича с сайта? С тобой? С кем же еще? И смотри в глаза, когда с тобой девушка разговаривает. Ну ладно, давай посмотрим на тебя. А глаза мои выше. Ничего себе. Ничего не понимаю. Девочки, он не понимает. Алиса, чего ты опять разоралась? Да вот, пришел еще клоун один нас выбирать. А, ну ок. Надо тогда еще Настю позвать, все равно захочет всех посмотреть. Где она? Не знаю, может быть, опять залипла на вкладке «Прочие» в разделе «Получение разрешения на хранение и ношение оружия». Ого, надо выбирать розовенькую. Там только ты торчишь. Причем постоянно. Не постоянно. Просто время от времени. Чего у вас тут? О, как раз тебя вспоминали. Чего хотели? Мы вообще-то ничего. Особенно я. Тут еще один скуф хочет себе альтушку. Понятно. Ну чё залип? Задавай вопросы. Какие еще вопросы? Ну, ты же хочешь получить доступную альтушку по госпрограмме? Было бы неплохо, да. Что происходит, ребята? Значит, тебе нужно выбрать одну из нас. А это очень сложный выбор. Не, Алис, вообще... а самое ну, главное, необратимый. Словно сама смерть. Она имеет в виду, что это важный поворот в твоей жизни. Чтобы лучше понять, какая альтушка подходит тебе лучше всего, ты можешь задать 3 вопроса. Всего 3? мгм. Не всего, а целых. Ты готов? Ну, давай. Каким будет твой первый вопрос? Вопрос... Если честно, я даже не думал, что... Я просто... Я же... Ты выглядишь глупо. Скажи первое, что придет в голову. Сказать первое. Блять. Какие парни тебе нравятся? К кому он обращается? Ну, ко всем 3 я могу задать 3 вопроса, ну, значит, логично, что... Ладно, буду считать, что ко мне. Мне нравятся крепкие и уверенные в себе мужчины. Стабильные и серьезные, целеустремленные. Понятно, мы не подходим. Чтобы хорошо знали историю, особенно настоящую. Про Гиперборею, Атлантиду и Древний Рим. А не ту, которую нам вдалбливали в голову просто для того, чтобы мы сдали ЕГЭ. Фу. Короче, хочу просто нормального мужика. Мы не подходим, все, Ксюша. Как нас зовут вообще там? Скуф какой-то? Все, сворачиваем лавочку. Чтобы любил меня и никуда не отпускал. Опа, а это уже абьюз. Как думаешь, ты нормальный мужик? Вполне себе. А я хочу себе современного парня, который не стесняется платить в ресторане пополам. М-м. Хочу повстречать романтика, который не водит девушку по дешевым кафе. Не подходим, денег у нас нет. А может, часами гулять по парку. Это так здорово и к тому же бесплатно. А, подожди. Если наоборот, ну тогда вообще И идеально. вообще, мне так надоели все эти глупые тощие мальчики. Мы подходим. Хочу стабильного и крепкого мужчину, чтобы было за что подержаться. Чтобы засыпать с таким в обнимку, как с гигантским плюшевым медвежонком. Ой, я бы с тобой тоже заснул. Лучше послушай меня. Так, Алиса, пока что... Надеюсь, ты не будешь судить меня строго. Многие считают, что я настоящая извращенка. Но мне нравятся мужчины постарше. Может быть, это потому, что когда я была маленькой, мой отец... Ой, что это я говорю? В общем, я тоже хочу заняться сексом с толстяком. Ой, опять не то. Ага. Ой, опять не то. Я надеюсь, меня не забанят, ребята. Чё за хуйня? Я хотела сказать, хочу укрываться твоим животом, словно кожаным одеялом. Что, блядь? Стало еще хуже. Следующий вопрос, пожалуйста. Следующий вопрос. Спросить про хобби, А давай. тебе нравятся видеоигры? Если да, то какие? Очень хороший вопрос, гражданин Скуф.
Отвечу на него по порядку, твердо и четко. Мне не нравятся игры, за которые нужно платить много денег. К тому же, их выпускают с кучей багов. Разработчики совсем офигели. Хотят, чтобы мы обновляли железо каждый год уже. А если играть на приставке, то картинка мыльная. Нет уж, спасибо. Есть крепкие, проверенные временем игры. Если ты понимаешь, о чем я. Ну, Игры, да. которые требуют определенного вложения времени и денег, но взамен щедро вознаграждающие тебя заслуженной победой. Время, которое ты проводишь в таких играх, твое и только твое. Ты чувствуешь в них себя настоящим бойцом, настоящим победителем. Мы понимаем друг друга? Да. О да, мы очень хорошо друг друга понимаем. Скорее покажи свой самый лучший танк. Погоди, надо выслушать остальных. Ой, знаешь... Не, подожди. Если мы берем типа, за которого мы играем, то он не подходит, потому что в танке, ну там же вроде как, если не ошибаюсь, донатить надо. Видеоигры — это весело, но я не очень хороша в них. Но мне они очень нравятся. Обычно я смотрю стримы или записи прохождений. Вот бы нашелся человек, который разрешил бы мне смотреть, как играет сам. Я бы приходила посидеть рядом с тобой, приносила бы тебе холодненького пивка. Я бы сидела тихо-тихо, ты не подумай. Когда нужно, я умею быть незаметной. Ох, я бы показал тебе, что я умею. Бля, почему говорит он, а стыдно мне? И в видеоиграх тоже. Мне нравятся особенные видеоигры. Очень редкие, очень специфичные. Ты, скорее всего, о таких и не слышал. Ведь если бы слышал, ты уже бы сидел в тюрьме. Да, я шучу. Хотя, что плохого, если кому-то нравятся игры, в которых людям причиняют боль? Вообще, во многих играх причиняют боль и наносят увечья, если подумать. Просто где-то это мультяшное насилие, где-то это обосновано сюжетом, а где-то ты об этом даже не задумываешься. Кто-то скажет, что зомби и роботы не чувствуют боли. А мне кажется, что даже пешки в шахматах ее чувствуют. По крайней мере, я на это надеюсь. Снова шучу. Я ответила на твой вопрос. Кстати, а какой был вопрос? Типичная Алиса. У тебя остался один вопрос. Спроси о том, что действительно для тебя важно. Не упусти свой шанс. Спроси про то, что и правда тебя волнует. Ну, так сразу нельзя, наверное. Мы же только познакомились. Ну, раз уж такое дело, другого шанса у меня может и не быть. Ой, я боюсь нажимать эту кнопку, надеюсь, меня не забанят. Скажи, ты хотела бы поняшиться со мной под пледиком? Бля, это так отвратительно звучит. Поняшиться под пледиком. Вопрос про секс. Заткнись, ты меня позоришь. Секс! Я не это имел в виду. Я отвечу первый. Согласно пункту 14.5 пользовательского соглашения сервиса Скуф-услуги, выбранная альтушка обязуется предоставлять вышеозначенному Скуфу весь спектр сервисов, в том числе и совместное пребывание в локации формата постель, кровать, раскладушка. Также совместно накрытая обрезом шерстяной ткани уровня плед. Иными словами, мой ответ – да. Няшиться не самое подходящее слово, как мне кажется. Но я совершенно точно уверена, что для Скуфа, который меня выберет, я буду готова практически на все, а по праздникам вообще на все. Обожаю няшиться под пледиком. Только чур, давай сразу договоримся. Если ты хочешь няшить, то готов быть и отняшен сам. Нет. Мы поняли друг друга? Я понял, Пора нет. сделать выбор. Мой же выбор... сложно. Ничего сложного. Самое сложное... Нет, я знаю, что, Вот, все, Алиса, ты собираешь расползающие во все стороны мысли в руках, по крайней мере, пытаешься. Решай! Я выбираю Настю. Алиса, нет, потому что я не готов быть отняшен. Нет. У Ксюши, наш герой не может соответствовать требованиям Ксюши, по крайней мере, первоначальным. Настя идеальный Я кандидат. выбираю Настю. Милый, я так рада, что ты выбрал меня. Ничего, что мы сразу перейдем на «ты». Мы же скоро станем так близки. Ты смотришь на это английское создание и не можешь поверить своему счастью.
Очень скоро ты сможешь вдохнуть аромат ее волос. Просто потому, что ты гражданин своей страны. Не благодаря деньгам, внешности или уму, а просто праву рождения. Сладкий, правда, есть еще одна маленькая формальность. Какая? Для завершения процедуры оформления заявки тебе нужно заполнить некоторые документы. Окей. Что? Какие еще документы? Я просто хочу получить свою альтушку. Я же уже залогинился, что еще нужно? Сладкий, ну не кипятись. Заполним пару скучных документов и сможем воссоединиться навсегда. Окей. Поверь, я и сама не могу дождаться. Я помогу тебе и сделаю это максимально комфортным. Подожди. Это, мне кажется, одно большое сплошное наебалово, потому что... Ну, нам же не дадут именно ее. Вероятнее всего, что это же ведь тоже какой-то человек с другой стороны экрана. Ну, и обычно такие, вроде как мне кажется, не сидят на таких темах. Уж поверь, я это умею. Свет отражается от экрана монитора, бликуя на ее глазах. Она подмигнула тебе, или это просто игра света? Какая разница? О, какая она А милая. зубы сводит. Согласен. Окей, что нужно заполнить? Очень хорошо. Давай начнем скорее. Немножко скучной бюрократии, и каждый из нас получит то, что заслужил. Ты свою альтушку, а я... А ты? Впрочем, об этом пока еще рано. Ведь для начала работы мне нужно твое разрешение на использование персональных данных. Можно? Пожалуйста, пожалуйста. Как-то много она хочет. Тебе не Попахивает кажется? наебаловым. Да вроде бы это стандартная процедура. Тогда или нет? Это подозрительно, очень. Ну ладно, давай С какого согласимся. раздела скуф-услуг мы начнем? Ну, по списку Добро пойдем. пожаловать в раздел справки и выписк. Здесь очень много интересного. Но на твое счастье, для оформления альтушки тебе лишь нужна пару разделов. Первым делом нам понадобится выписка из твоей трудовой книжки. У тебя же есть трудовая книжка? Ты вообще когда-нибудь трудился, Сладкий? Выглядишь уставшим. Уверена, что ты только и делаешь, что целыми днями работаешь. Мгм. Ах, как бы мне хотелось помочь Именно тебе так. расслабиться. Если ты понимаешь... На несколько секунд ты зависаешь. Работал ли ты? Наверняка работал, но кем, когда? Очень странно, почему ты не можешь этого вспомнить. Ты пытаешься сосредоточиться, но выходит не очень. Твой взгляд скользит к... Я прошу прощения, ребят. Твой взгляд скользит к окну. На карнизе примостился грязный серый голубь. В его глазах ты видишь что-то древнее и хищное. Говорят, динозавры прямые предки птиц. Интересно, это правда? Звонкий девичий голос уводит тебя из состояния оцепенения. Милый, ты что, задремал? Скорее всего, у вас есть электронная версия трудовой книжки. Если вы дадите мне разрешение, мы можем попробовать найти эти данные и после этого подгрузить их в анкету. Нам также понадобится справка о доходах, 2 НДФЛ. Справка о доходах? Зачем? Дело в том, что программа доступных альтушек предусмотрена только для честных граждан, постоянных резидентов страны и налогоплательщиков. Безусловно, эта система отличается от системы пенсионных накоплений, но в чем-то она похожа. Ну не переживай, никакие альтушки не повлияют на твою пенсию. К тому же, о пенсии такому красивому молодому человеку еще рано, верно? Вообще Мгм. стоило бы уже подумать. Ты такой смешной. Мне очень нравится твое чувство юмора. Уверена, ты хорош не только в этом. Кстати, ты же покажешь мне свой самый крутой танк. Милая, я тебе все, что хочешь, покажу. Большое спасибо. Подожди, пока я отправлю данные на сервер, Сладкий. Загружаю. Это слишком сопливо все выглядит, не знаю. Был бы вариант поменьше с ней Готово. общаться. Прости, что заставила ждать тебя, котик. Мы стали еще на шаг ближе к тому, чтобы быть вместе. Не могу дождаться, когда переступлю порог твоей берлоги. Я уже знаю, как мы можем провести время. Как? Займемся вместе чем-то очень приятным. Уже очень скоро. Да, например, уборкой. Ты будешь убираться, а я смотреть. А пока что переходим к следующему разделу. Транспорт и права. Давай. Транспорт и права?
какие еще здесь права? Как это соотносится с альтушкой? Государственная программа предусматривает передачу альтушек только состоятельным и ответственным скуфам, имеющим определенный стаж управления сложной техникой, в число которой входят также транспортные средства. Что за бред? Действительно, мне кажется, это уже немного лишнее. Вовсе нет. Ты вообще представляешь, как устроены альтушки? Нет, как? Это высокотехнологичные механизмы андроидного типа А, с интегрированным искусственным интеллектом, ничего себе. регулируемые через специальные переключатели, расположенные на сосках и не только. Ого! Правда? Может быть и правда, а может и нет. Давай вернемся к делам, хорошо? Нас наебывают. У тебя есть действующие водительские права. Да, но... Слушай, Скуф, мне в принципе все равно. Если ты не хочешь, можем ничего не заполнять. Просто разлогинься и занимайся дальше своими скуфными делами. Ты хотела сказать скучным? Я точно не пропаду. Знаешь, какая электронная очередь скуфов на альтушек сейчас? А вот это уже манипуляции. Ну, Ну, вот давай и славно. продолжим. Подгрузить водительские права в заявку на... Мне просто интересно, что будет дальше. Загружаю. Еще немного. Попахивает, ну, наебало. Готово. Спасибо тебе. Ты делаешь меня счастливее с каждым заполненным. Здоровье. Здоровье – это очень важно. Мой будущий спутник жизни должен быть в хорошей физической форме. Ты же в хорошей физической форме? Ты говорила про пузо. Вы чё там, наёберы? Алло! Он в хорошей химической форме, разве что. Нормально, да. Ну не наговаривай на себя. Я уверена, что ты прекрасно выглядишь. Так, посмотрим. В разделе здоровья нам понадобится доступ к твоему полису ОМС. Я думаю, он выглядит так же, как и я. Вот, ну, там, я не знаю, будет видно, нет? Вот. Прям пузяка. Так сказать, как говорит моя жена, конь под навесом. А Ой. еще, когда ты последний раз проходил медосмотр? Не помню. А что? Альтушке подойдет только здоровый пользователь. Кажется, ты очень давно не проходил медосмотр. Ну, например, медосмотр я тоже давно не проходил. У меня с врачами вообще очень плохие отношения. Знаю. Давай пройдем быстрый онлайн-опрос. Думаю, этого будет достаточно для скуфной бюрократии. Готов? Давай. Проживая свою маленькую неторопливую жизнь, ты уже давно ни к чему не готов. Разве что к тому, чтобы завтра все будет так же, как и вчера. Да, наверное. Отлично. Если тебе станет совсем скучно, вспомни, что мы уже совсем скоро будем вместе. И ты сможешь делать со мной, что хочешь. Все, о чем так давно мечтал. Например, кончить на «си». Например, закончить книгу, он хотел сказать. Ни слова больше. Да, даже то, что ты подумал. Итак, начинаем наш опрос. Первый вопрос. Какой у тебя рост? Ну, сказать правду. Ого, ничего себе. Хорошо. Если честно, мне всегда нравились мужчины невысокого роста. А это не высокий рост? Так, если меня смотрят девушки, напишите, пожалуйста, как вы считаете, какой идеальный рост для мужчины? Мужики, можете тоже написать. Что-то в них есть такое приземистое. Ага, приземленные. Всегда мечтала переспать с дворфом из фэнтези. Охуела? Какой я тебе двор, бля? Интересно, каково это? Следующий вопрос. Каков твой вес? 128? Нихуя ты тип, бля. Он при своем росте 128 кило. Нихера. Ну, я за правду. Какой ты богатырь. Записала. Не понимаю тех, кому нравятся дрыщи. Я тоже. Всегда любила крупных мужчин постарше. Может быть, это просто комплекс Электры? Из-за отношения с отцом в детстве? Незакрытый гештальт. Ох, прости, Какой я опять отец? увлеклась. Вы же роботы, ты же сказала. Андроиды. Нам же нужно поскорее закончить эти глупости, чтобы могла поскорее к тебе приехать.
Далее. Хронические вирусные заболевания. ВИЧ, гепатит Б и С. Правда? Какой ужас! Может быть, у меня тоже есть герпес, а я и не знала? Блин, теперь весь день буду думать об этом. Герпес же ведь правда есть, по сути, у всех. Просто у кого-то он, проявляется, у кого-то нет. Вот, например, у меня, у мамы, например, у нее есть герпес, типа, бывает, вскакивает на губе какой-то там прыщ, как она говорит, что он болит. Но у меня, например, вообще ни разу. Вот мне сейчас, по-моему, мне 22, если я не ошибаюсь. У меня ни разу в жизни он не выскакивал. Так, но при этом мне как бы говорят, что если у твоих родственников, у родителей есть, то это в любом случае будет у тебя. Я не знаю, как это работает. Если кто знает, напишите. В этом глупом современном мире нельзя, что ли, вообще жить без болезней? К сожалению. Как тупо. Ты неожиданно для себя подмечаешь, когда она сердится, то нравится тебе все еще и еще больше. Как мило собираются морщинки у нее над бровями, как чудесно дергается маленький носик. Дрожат губки, розовеют щечки. Скоро ты сможешь прижать это милое создание к своей массивной груди. Да, именно туда. Продолжаем. Гастрит. Сухой кусок вчерашней пиццы неспокойно переворачивается у тебя в желудке от такого вопроса. Ты невольно вспоминаешь свое меню за последние годы. Могут ли чебупели по скидке считаться здоровым питанием? Могут. 100%, не переживай. Сухарики со вкусным холодца и хрена. Блин, я никогда в жизни не забуду 3 корочки с холодцом и хреном. По-моему, это самые лучшие сухарики были. Есть только один правильный ответ. Все в порядке у меня с желудком. Трудно сказать наверняка, что это. Урчание в животе, пердеж. Может, кто-то внутри у тебя пытается вырваться наружу? Совесть? Точно нет. Точно нет. Милый, что такое? Ты опять отвлекаешься. Пожалуйста, сосредоточься. Чем раньше мы закончим заполнять заявку, тем раньше ты сможешь начать... Можно мы уже закончим, пожалуйста? Обладать мной. Прекрасно. Не то, чтобы я этого очень хотела. Мне похер вообще, что ты хочешь. Приехать, убраться и садись, смотри, как я играю. Ой, что это я такого говорю? А чё с лицом? Да. Так или иначе, это в наших общих интересах. Зубы у тебя в порядке? С зубами у меня проблемы. Остатки зубов. Древнейшую пломбу на нижней левой пятерке. Когда ее ставили в 5 классе. Ай! Так что там с зубами? Давай. Правда, что в ж, любом случае. Как есть. Что там у нас дальше? И последнее. Состоишь ли ты на учете в психдиспансере? Если состоишь, боюсь, ты не сможешь получить альтушку. Не состою, конечно, нет. Как-то, конечно, Я и нет. не сомневалась в этом. Ты производишь впечатление очень адекватного молодого человека. Я даже представить себе не могу, что должно произойти, чтобы человека поставили на учет в дурку. Я как-нибудь могу, если будет интересно, рассказать, что нужно сделать. Со мной такого никогда бы точно не случилось. Не сказал Разве что бы. если чрезмерную любовь к сексу с полными и не совсем опрятными мужчинами средних лет объявят психическим заболеванием. С другой стороны, у каждого из нас есть девиации, ведь так? Да. Ладно, о чем это я? Отлично. Мы закончили. Давай перейдем к следующему разделу скоп услуг, чтобы продолжить подачу заявки. Там, все, последний. Осталось немного, мой дорогой. Ого, ты уже дорогой. Неплохо. Немного важной информации, и мы сможем быть вместе. Кстати, что тебе нравится в девушках? Мне нравятся красивые, умные девушки. Не отвлекайтесь. Потом это обсудите. Давайте Чувство быстро юмора, заполним. Самостоятельные. Это же все про меня. Так вот, что у нас там дальше? Раздел регистрации и паспорт. Паспорт твой у нас в скоп-услугах уже есть. Нужен актуальный адрес проживания. Опаньки!
Что, опаньки, адрес нужен для доставки. Подожди. А как с ней внутренний голос общается? Можно вопрос? Что, блядь, здесь происходит? Доставки меня. Что? Ты тоже его слышишь? Слышу кого? А, во. Ты сказал опаньки. Я отреагировала. Я ничего не говорил. Нет, говорил. Нет, не говорил. Нет, говорил. Нет, не говорил. Ладно. Итак, мне нужен твой актуальный адрес проживания. Он совпадает с адресом регистрации? Да, очень сомнительно. А нет никакой функции самовывоза. Ты мне не веришь? Как мы можем быть вместе, если ты даже в такой мелочи мне не доверяешь? Нихуя себе мелочь. Здесь нет никакого подвоха, просто стандартная процедура. А ты совсем одичал, сидя в своей берлоге и играя в танки. Разучился общаться с нормальными людьми. Я бы не сказал, что она нормальная. Хотя, кажется, ты никогда не умел. Алло! Хуем по лбу не дало? Возможно, ты просто еще не готов получить свою альтушку. Возможно, ты сейчас готова получить пизды. Да я... Просто введи свой актуальный адрес. Но помни, это адрес, куда доставят меня. Ленинград, svv.ru. Так, это адрес, куда меня Если ты доставят. Хорошо. укажешь фейковый, ты просто не получишь альтушку. Почему? Давай укажем фейковый. Просто придем и заберем оттуда. А ведь ты уже почти заполнил заявку. Это дешевая манипуляция. Ты, конечно, можешь пропустить раздел. Но ведь тогда мы не увидимся. Мужик, не ведись на эти манипуляции. Не, ладно, я поведусь просто потому, что мне интересно. Бля. Спасибо большое. О, не могу поверить, что это все. О, да, есть еще одна мелочь. Блять. Какая? Надо привязать свою карту к скуф-услугам. Ахуй. Зачем это еще? Это просто формальность. На случай карантинного обслуживания. Но карантинных случаев еще никогда не было. Просто разработчики забыли убрать это из прошлых версий. В общем, открой вот эту ссылку, пожалуйста. Там нужно будет завершить процедуру оформления. Окей. Ага. Все, ребята, мы все узнали. Нас жестко наебывают. Все. Все пошло пиздой. Что это было? Что? Я ничего не заметила. Смотри, сюда нужно ввести данные твоей карты и нажать ОК. Окей. Ой, началось. Оплатить? Она хочет денег. После подтверждения у тебя спишется 1 рубль для подтверждения карты. Не, ну а чего? Альтушка за 1 рубль. Честная сделка. Вот это я понимаю. Максимально государственная честно, программа. конечно. Да, да. Ну, конечно, давай ведем. Ты такой крутой! Так быстро ввел? Ты что, помнишь номер наизусть? Ты такой умный! Смотри, тебе сейчас придет код подтверждения для привязки карты. Введи его, пожалуйста. После этого процедура оформления будет завершена. Тебе действительно приходит секретный код. Это смс, отправленный для завершения процедуры привязки к новому аккаунту. Пожалуйста, не сообщайте этот код никому. Ну, ввести код. Наконец-то! Как же я устала притворяться милашкой! Какой же ты все-таки тупой! Тебя развели! Ну, блядь, я не удивлен. Только полный идиот мог повестись на старый фишинговый трюк. Ты же видишь, что сайт даже не похож. Он кривой. Что? Если бы ты знал, сколько вас каждый день таких самодовольных идиотов. Почему вы думаете, что можно жрать всякую дрянь, не мыться и не следить за собой? Ну, тут по факту, тут по факту. Играть в танки вместо саморазвития. Угу. И при этом получить девочку просто потому, что вы залогинились на сайт? Не, ну тут по Ты факту. должен вообще представлять из себя хоть что-нибудь, чтобы заинтересовать другого человека. всё. Согласен. Красота, ум, богатство. Ну, как бы да, с этим списком можно отчасти согласиться, но не знаю, ладно. Хотя бы 1 пункт. Ну, да. Тут да, ладно. Лучше 2. В идеале все 3.
Господи, какой же ты жалкий. В идеале, чтобы у тебя было все 3 пункта, но про богатство желательно сначала умолчать. Меня совершенно не мучает совесть. Я за тебя очень рад. Прощай. Пока. Что? А чё, денег-то много списали? Несмотря на мелкие недопонимания, Скуф и Альтушка Настя уже очень скоро стали лучшими друзьями. А после дружба переросла в нечто большее. Не понял. Настя переехала к Скуфу, и они каждый вечер очень хорошо проводят время. Если вы понимаете, о чем я. Настя рассказывала Скуфу все свои мечты и секреты. Он просто тихо любил ее, как умел. Оказалось, что Настя прирожденный повар, и на смену сухарикам и чебупелям в рацион Скуфа пришли изысканные явства. Я не понял, что произошло. Скуф набрал еще 8 кило, но ему было же все равно. В принципе, ему всегда было все равно. Жизнь окончательно наладилась. Это неправда! Реальность вот эта жестока! Я Что понял. такое? Не понимаю, что случилось. Сейчас поймешь. Проверь, как там с деньгами. Замерев, ты открываешь сообщение на телефоне. Новое сообщение. Скуф Банк Онлайн, у вас только что украли все ваши деньги. Черт! А как же Альтушка? Скуф еще не знал, что мошенники уже начали оформлять микрозаймы на его паспортные данные. Что такое? Что такое визуальное? Что визуальное? Новелла? Что такое? Что такое? Что такое визуальная новелла? Это электронная игра. Нормально. Доброе утро, Скуфы! Так, все, на этом наше доброе утро заканчивается. Прикольная игрушка. Ничего не могу сказать плохого. Так, но тогда на сегодня мы закончим, а других 2 мы посмотрим в следующих сериях. Вот, всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, как вам. Когда-нибудь вообще вы попадались на такие скамы, ну, подобного типа? У меня было пару историй, ну, есть пару историй, когда меня вот так вот обманывали. Конечно, ну, не таким прямым и тупым примитивным способом, но были случаи. Если у вас были, то напишите в комментариях обязательно, будет интересно почитать. В любом случае, всем спасибо за просмотр, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, буду ждать вас снова. Всем пока.